Где-то он там спрятан как-то очень странно, я его пока не нашел. Ситуация становится интереснее. Ну вот и найден виновник этой всей проблемы. Сейчас покажу. Неужели за такого небольшого предохранителя кто-то продал машину? Но сгорел этот самый спрятанный потайной, можно так сказать, предохранитель. Да, тут веселое место, конечно. Очень опасный человек, будьте с ним аккуратны. Приехал такой вот красный X к нам. Это 18-й год, это еще не Raven, это предыдущее поколение. Это 100D. Неплохая машина с белым, прикольным, красивым салоном. Правда, были открыты окна, и поэтому немного запылилось все здесь. Но я думаю, все отмоется и все будет красиво. И такая вот интересная штука. Здесь потерян ключ, и когда машину бустером прикуриваешь, то не зажигаются мониторы. Ни один, ни второй. Я еще пока не знаю почему, поэтому вот решил подснять. Начинаю снимать, когда еще не знаю проблемы. Сейчас я сниму корыто, полезу к фьюзбоксу. Фьюзбокс там как-то интересно выглядит. Обычно там есть такой большой фьюз, который на часть системы дает там где-то 250 ампер. А здесь как бы на этом фьюзбоксе такого нет. Либо другая модификация какая-то, либо что-то там нечисто, так сказать. Поэтому сейчас сниму корыто, полезу проверять предохранители. Очень уж интересно, почему компьютеры не загораются и какая с этой машиной вообще проблема. Поэтому постараюсь подснять, возможно, вам будет интересно. В общем, я снял так называемое корыто, чтобы у меня был более удобный доступ к фьюзбоксу. Сейчас там сзади обычно есть пару предохранителей, которые питают часть системы, я их проверю. И еще часто вот здесь вот бывает всегда большой мощный предохранитель, но в этой версии его почему-то нет. Я, если что, обращусь к схемам, пойду посмотрю, что именно на этом году, как это все реализовано, потому что все-таки есть отличия, даже на одинаковых годах иногда, если на разных заводах собиралось. Ну, я так думаю, могу ошибаться. Поэтому сейчас буду проверять предохранители и хочу выяснить, почему все-таки на компьютеры не идет питание. А здесь тоже нет предохранителей. Да, тут какой-то фьюзбокс интересный, не такой, как обычно. Хорошо, будем разбираться. Так, в общем, такая история. Вот наш плюс, а сюда плюс не приходит. Сейчас будем разбираться, почему. Ну, в общем, какая обстановка? Здесь на иксах есть так называемый eFuse, это такой блок управления, он там сзади за механизмом дворников. И это такой себе электронный фьюзбокс, то есть там стоят платы управления с мосфетами, которые открывают, закрывают разные каналы, и это является электронным фьюзбоксом. Скорее всего, проблема там, потому что туда уходит 12-вольтовое питание от аккумулятора, а обратно возвращается, но не везде. То есть на какие-то цепи оно возвращается, а на какие-то цепи оно не возвращается. Поэтому сейчас придется снять жабо, снять дворники, снять жабо, снять механизм дворников и полезть к этому eFuse-боксу и подкинуть вместо него заведомо рабочий, чтобы понять, в этом проблема или нет. Но, скорее всего, похоже, что проблема именно там, потому что оттуда не приходит питание на вот этот фьюз-бокс. Сейчас все это дело разберу, посмотрим, что будет дальше. Так, я сделал небольшую хитрость, сейчас расскажу какую. Я подал питание тут, где аккумулятор, и отдельно подал питание с другого бустера прям непосредственно на этот фьюзбокс, на который не приходит питание. И, о чудо, у меня включились контакторы, и машина запустилась. У меня зажглись мониторы, у меня теперь здесь все видно. Все заработало, и контакторы даже включились. То есть это говорит о том, что, возможно, после замены этого eFuse-бокса машина, возможно, поедет. Единственное, плохо, у нас нет ключа, и у нас нет оборудования для подшивки ключа на Model X. Поэтому либо будем транспортировать машину к дилеру, либо сделаем appointment, чтобы приехал с дилера специалист, подшил нам ключ здесь, либо добавим машину в приложение, и потом уже поедем к дилеру, чтобы нам подшил ключ. К сожалению, без ключа на Model X поехать у нас не получится. Но тем не менее, там сейчас 0%. Я попробую машину сейчас позаряжать. Возможно, даже она будет заряжаться. Сейчас заодно и попробую. Ну, отлично.
машина вроде бы заряжается, сейчас посмотрю. Вот блин, к сожалению, почему-то написала ошибку по Charge Equipment, по нашему зарядному устройству. Сейчас попробую его перезагрузить. Странно, но почему-то зарядка не начинается и постоянно вываливается в ошибку зарядное устройство, которым мы пользуемся. Хотя оно вроде бы рабочее. Хорошо, здесь тоже придется разобраться. Наверное, все-таки из-за того, что этот eFuse Box не работает корректно, какие-то из цепей питания все-таки не получают нужного питания, и поэтому даже подцепив дополнительный бустер на передний Fuse Box, я не питаю какие-то другие цепи, и постоянно вываливается ошибка по проблеме с зарядным оборудованием, и машина не начинает заряжаться. Я думаю, это одна из возможных причин. Ну, в принципе, не проблема. Я думаю, надо будет полностью с этим разбираться, когда мы заменим этот фьюзбокс. У меня, кстати, где-то лежит фьюзбокс, который мы меняли на другом иксе. То есть эта проблема достаточно популярная. Сейчас покажу, как он выглядит. Вот так вот выглядит этот электронный фьюзбокс. Это такой вот модуль с приходящими и уходящими к нему силовыми проводами. Он распределяет напряжение на разные цепи питания и управляет ими. Уже имели такой опыт с такой проблемой. Там тоже не было питания некоторых цепей, не было 12-вольтовой поддержки на машине. Поэтому закажем этот модуль. Он на дилере стоит в районе $250. Заменим его. И я надеюсь, если мне ничего не помешает, я подсниму замену этого модуля и подсниму, какой будет результат. На данный момент у меня этого модуля нет в наличии, поэтому поменять я его прямо сейчас не смогу. Но, в принципе, с проблемой более или менее разобрались, поэтому в этом тоже есть плюс. Вот такие вот у нас ошибочки здесь светятся. Это по фалкам дверям, потому что они не откалиброванные. На шаттер ругается, на низкий заряд аккумулятора, на стеклоподъемник. Вот BC Front Freescale HS Default. Вот это, наверное, одна из проблем, потому что передний BC Front не работает корректно. Возможно, на него не приходит нужное питание. Ну и здесь такого, в принципе, вот Electronic Parking Brake Mass Bed Mismatch. Ну, по Parking Brake здесь есть ошибки, потому что, когда я снимал эту машину с прицепа, на который водитель привез эту машину, естественно, из-за того, что не было ключа, мне пришлось снять колеса и вручную, подав напряжение на Parking Brake, калипер, развести их, чтобы машина могла съехать с прицепа. Поэтому она сейчас ругается на Parking Brake. А в остальном, как бы, вот такая вот ситуация по ошибкам. Я, кстати, подключил другое зарядное устройство. Наверное, с тем все-таки была какая-то проблема. И зарядочка пошла, машина заряжается, все в порядке. Хоть она и на 0%, но вот берет 40 ампер, все как надо. Поэтому, думаю, по высоковольтной системе машины никаких проблем нет. Есть только проблема с этим электронным фьюзбоксом. Вот такой вот небольшой апдейт. Я немножко здесь подразобрал все. Вот он наш eFuse Box. Сейчас я его сниму. А еще по дороге к нему идет мощный силовой провод с аккумулятора, который идет через предохранитель большой, 175 ампер, достаточно мощный. И у меня была сначала мысль о том, что возможно с предохранителем, который питает весь этот eFuse Box, какие-то проблемы. Но я думаю, скорее всего, это не так, потому что если бы весь Fuse Box полностью не питался, то там бы не работал не только передний Fuse Box, а еще другие остальные системы не работали. Мне кажется, там только один из каналов, скорее всего, поврежден на этом eFuse Box. Там часто бывает такое, что мосфеты выгорают. И, скорее всего, только одна из линий не дает питания на одну из систем. Поэтому я его, конечно, проверю, этот предохранитель, но я думаю, скорее всего, там проблемы нет. Сейчас сниму этот модуль, и завтра мы будем на дилере, закажем новый, привезем, поменяем. И я надеюсь, машина поедет. Я еще, наверное, сниму ресивер на пневмоподвеске. Его, наверное, скорее всего, можно не снимать, но я сниму для удобства. И плюс я хочу добраться до этого большого предохранителя 175 амперного, который идет на передний Fuse Box, на eFuse, вернее, который идет, и на всякий случай его тоже проверить. А он там где-то глубже, и мне, скорее всего, ресивер будет мешать. Отключать магистраль ресивера я, конечно, не буду, я просто в сторону его отодвину
И у меня откроется здесь хороший, удобный доступ ко всему, чтобы мне было удобно все снимать. Я, кстати, немного ошибся и сказал неверную информацию. Этот предохранитель на 175 ампер, он идет как раз вот от eFuse бокса. Вот он идет, вот он предохранитель, на Frank Junction Box. То есть он получается между eFuse боксом и Frank Junction боксом. К сожалению, на схеме почему-то не подгружаются картинки с локацией этого предохранителя. Я что-то его пока не вижу. Сейчас я поглубже покопаюсь. Если он сгорел, то действительно, может быть, не будет питаться передний Junction бокс. Поэтому нужно его обязательно проверить. Может быть, я зря приговорил eFuse бокс. Сначала проверю этот предохранитель. Вот он наш модуль Electronic Fuse Box. Вот выходы с него. Я сейчас прозвоню выход с него и на передний Frank Junction Box. Если не найду предохранитель, я могу просто прозвонить оттуда сюда, получается. И если не будет связи, значит проблема в этом предохранителе. Где-то он там спрятан как-то очень странно, я его пока не нашел. В общем, получается, вот это у нас выход на передний Junction Box. Сейчас я откручу вот эту крышку и прозвоню отсюда до переднего. Это не передний, это Frank Junction Box называется, то есть подкапотный, так сказать. В принципе, можно не откручивать, можно даже отсюда позвонить, я думаю. Сейчас узнаю. Сейчас узнаю, есть там цепь целая или там что-то не в порядке. Ситуация становится интереснее. Я звоню вот с этого выхода, он должен звониться вот сюда, на передний фьюзбокс. А он не звонится, а между ними есть тот самый большой мощный предохранитель, который я пока не нашел. Возможно, проблема именно в нем. Сейчас я его найду и проверю. Не очень удобно здесь придумали, конечно. Но я думаю, что он здесь. Вот такое вот здесь нашел. Честно говоря, впервые такое вижу. Я надеюсь, что здесь как раз именно этот предохранитель. Термоклеем залито все. Странное, конечно, как по мне, решение. Потому что у предохранителя должен быть доступ. Его нужно иметь возможность заменить. А здесь он как-то спрятан. Еще и как-то так сделано. На самом деле не прикольно. Сейчас все это открою. Если я в нужном месте копаю, я покажу, что там внутри, что там за фьюз-бокс и что с ним, вернее, что там за фьюз, что там за предохранитель и что с ним случилось. Очень, конечно, странное решение. Я вот снимаю термоусадку, она здесь на клею, понятное дело. Но как бы я вообще не понимаю, если этот предохранитель сгорел, то как его менять? То есть с куском провода или как это? Или, по мнению производителя, он никогда не должен сгореть. Ну, крайне спорное решение, серьезно. Ну вот и найден виновник этой всей проблемы. Сейчас покажу. То есть получается вот по этому толстому проводу отсюда с электронного фьюзбокса. Через вот этот, наверное, предохранитель, потому что я его так еще не разобрал, он в такой термоусадке жесткой. И все это идет вот сюда, на передний фьюзбокс. И вот я звоню отсюда. Вот здесь все звонится. А если я звоню сюда, то здесь не звонится. Вот он, этот провод. Зачем так делать предохранитель здесь? Я, честно говоря, не знаю. И там оно еще обжато такими клеммами. Как его менять? Не, ну понятно, мы что-то придумаем, но, блин. А если вот, допустим, на официальном дилере, они же не будут заниматься каким-то творчеством. Они должны полноценно поменять, они что, будут менять с проводкой это или с куском провода? Ну, короче, все очень странно. Сейчас я полностью разберу все это дело, поставлю или какой-нибудь другой предохранитель, или что-то придумаю, или просто замкну мощными проводами и посмотрю, заработает ли вся система. Вот так все это дело реализовано внутри. Такая вот пластиковая коробочка. Здесь предохранитель на 175 ампер. И вокруг такая жесткая пластиковая термоусадка. И по краям еще термоусадка. Сейчас мы все это дело, я поменяю предохранитель. Потом поищу, если не будет, закажу тоже толстую термоусадку, чтобы все это дело обратно изолировать от влаги. Еще раз повторюсь, очень спорное решение спрятать так предохранитель. Понятно, что на схеме его можно найти.
Но добраться до него и проверить его по-человечески, блин, ну серьезно. Да, такое ощущение, что этот предохранитель поставили в последний момент, и то потому, что сказал кто-то, нужно, чтобы был предохранитель. И они такие, влепим его как-нибудь. Блин, это же серийное производство. Ладно, не мне судить инженеров Tesla. Заменим предохранитель и включим машину, посмотрим, заработает ли все. Есть подозрение, что из-за вот этого небольшого предохранителя владельцам этого автомобиля пришлось продать всю машину, потому что других явных проблем сейчас у этой машины мы пока не обнаружили. Это единственная проблема, которая у нее есть, потому что машина сейчас заряжается. Если у нее будет ключ, я уверен, она поедет. Я, когда ее включал и заряжал, я запитал этот передний фьюзбокс отдельным джампером. Поэтому оно заработало. Неужели из-за такого небольшого предохранителя кто-то продал машину? Не смог с ней разобраться и ничего сделать. Потому что это 18-й год, и это достаточно прикольная машина. Это 100D, это как Long Range, с таким вот прикольным белым салоном и пробегом в 56 тысяч миль, что очень-очень небольшим пробегом можно считать. Да, интересная история, чего только не встретишь на аукционах. И, кстати, мне мой товарищ и коллега Влад из Киева, который тоже занимается ремонтом Тесел, он мне говорил про этот предохранитель, но я как-то не придал особого большого значения этим словам. Думаю, ну да, наверное, там есть предохранитель, но так как мы уже раньше сталкивались с проблемой с этим e-фьюзбоксом, я думаю, скорее всего, проблема в нем. А все-таки Влад оказался прав. Проблема оказалась именно в этом самом предохранителе. Так что одна голова хорошо, а две головы точно лучше. Спасибо Владу. Не нашел я такого мощного предохранителя, не оказалось у меня в наличии. И прям быстро взять негде, воскресенье, вечер. А я соорудил тут какое-то подобие похожего предохранителя, взяв параллельно 3 предохранителя на 60 ампер. Но я думаю, для эксперимента этого будет достаточно. Вот такая у меня тут конструкция с 3 предохранителей. Но самое важное, что теперь у нас выход с e-фьюзбокса. Он звонится сюда. Сейчас запущу машину и посмотрю, заработает ли все, что должно заработать. Ну что, я могу констатировать, что все заработало. Я запустил машину. И мы видим такие вот ошибки здесь всего лишь остались по калибровке дверей. R7 актуатор часто висит такая ошибка. Active тоже. По паркинг брейк у нас проблемы, потому что отключены задние паркинг брейк калиперы, потому что мы машину без ключа двигали. И тут еще есть ошибочка по шаттеру, по заслонкам радиатора. Ну, то есть все эти ошибки незначительные и нет никаких ошибок по питанию чего-либо. Конечно, сейчас не включен рейл, потому что у нас еще нет ключа и машина не добавлена еще в аккаунт. Но у меня есть подозрение, что, скорее всего, все будет в порядке. И проблема была всего лишь в том, что сгорел этот самый спрятанный потайной, можно так сказать, предохранитель. Поэтому я закажу предохранитель нужного номинала, верну все на место, все заклею опять в термоусадку, соберем. И я надеюсь, не забуду, подсниму первый тест-драйв, как эта машина выйдет, и мы на ней проедемся обязательно. Вот такая вот была интересная история, такая вот необычная, можно так сказать, история. Возможно, эта история кому-то пригодится и поможет в ремонте. Поэтому всем спасибо еще раз за внимание. Ну а мы выдвигаемся на задание. В общем, один наш товарищ купил автомобиль Tesla Model S, и у него почему-то не получается открыть капот. Наверняка там тросики оборваны, либо поломаны сами вот эти рычажки актуаторов капота. На рестовых машинах после 2016 года, где уже другой бампер, там иногда сложно открыть капот, если, допустим, повреждены тросики или вот эти рычажки возле актуаторов. Подлезть не так-то просто. Поэтому у него это сейчас не получается, и я пойду попытаюсь ему помочь. Заодно подключимся к машине, посмотрим, что с этой машиной, какие повреждения, в каком она состоянии. В общем, вот такая вот миссия у нас сегодня, поэтому поехали. Ехать туда 24 минуты, что по нашим местным меркам, в принципе, недалеко.
Так, ну по-моему мы где-то близко уже. Дорога здесь, конечно, вернее ее отсутствие. Сейчас будем искать нашего пациента. Так, наш пациент где-то там. Я его уже вижу. Вон он, такого необычного цвета. Да, тут веселое место, конечно. Ну пойдем разбираться, что там-то. Роман, як справи? Все супер, суббота, працюємо. Так, ну вот наш автомобиль. Естественно, тросики здесь оборваны. За них дергай, не дергай, уже дергали, не работает. Каким образом поступим мы? Я сейчас доберусь вот сюда, сниму этот кавер. Здесь под ним стоит cabin bag. То есть это такой распределитель напряжений, фьюзбокс, который распределяет напряжение на салон. И там есть 534 коннектор, я смотрел по схеме, который перманентный, который проходит через E-фьюз, через такой тоже распределитель электронного напряжения, но он постоянно питает, там нет мосфетов, его не разрывает. Поэтому я сейчас сюда подам 12 вольт, и по идее у нас машина должна запуститься, и мы с экрана откроем капот. И дальше уже подключим нормально бустер, оживим машину и посмотрим, что там. Поэтому будем придерживаться такого плана. Теперь осталось найти ключ до того момента, пока приедет полиция. Так, машина уже загружается. 75D, пробег 84 тысячи, разряжена полностью. Сейчас MCU запустится. Мы посмотрим, что тут к чему. О, даже еще зачем-то кондиционер работает. Она у нас закрытая, поэтому я капот не открою сейчас. Надо сначала ее с охраны снять. Проблема, нет батареек в ключах. Сейчас будем что-то думать. Меня будут узнавать на улицах. А это мы пока отключим. Конечно, тебя будут узнавать скоро. Роман Маск. Очень опасный человек, будьте с ним аккуратны. Окей, подключаем бустер теперь прямо сюда. Мы сейчас посмотрим, что там. Сейчас введем машину в сервис-мод, посмотрим, что у нее там, на что она ругается. Или ругается ли, контакторы клацнули. Это хороший знак, как я всегда говорю. Когда клацает контактор, это уже говорит о том, что есть большой шанс на то, что машина куда-то поедет. Так, тут уже Intel стоит, это уже прикольно. Overhead shock to low. Тут все окей. Никаких даже в истории тут ничего такого не видно. Ее надо только зарядить. Она еще пока даже едет. Да, она еще пока даже готова ехать. Насколько она готова ехать, никто не знает. Но, в принципе, машина должна поехать. Вот такой вот автомобильчик. Оживили по-быстренькому. Возвращаемся в шап, где, как всегда, куча работы. Вообще место здесь интересное. Вот Мерседес тут стоит на деревяшечках с какими-то странными повреждениями стекол. Но это на пули вроде не похоже. Да, тут много разных экспонатов, я так смотрю. Подрамник стройки с мотором. Вон троечка еще стоит, но ей не очень хорошо, немножко с повреждениями. Но ее бережно укрыли покрывалом, поэтому можно не переживать. Какая-то свежая троечка уже на тепловом насосе. Да и видно по состоянию всего, что свежая машина была. Сейчас она уже, конечно, выглядит не очень свежо, так сказать. В общем, такая у нас была сегодня небольшая субботняя экскурсия. Возвращаемся в шап. В общем, таким вот способом можно открыть капот, если тросики порваны, поломаны. Можно подключиться к какому-нибудь из блоков в машине, но нужно обязательно подключаться к какому-то блоку, который имеет перманентное питание от основного распределителя напряжения, потому что большая часть блоков, она идет от E-фьюза или еще от каких-то других распределителей, которые имеют постоянную связь с 12-вольтовой батареей только там при включенном рейл, допустим, или там еще при каких-то других условиях. А вам нужно найти для такой задачи именно те провода, так сказать, которые перманентно, постоянно подключены к 12-вольтовой батарее, чтобы выполнить такую вот процедуру. Поэтому тут, в принципе, ничего сложного нет, но нужно понимать, куда подключаться. Не везде это сработает. Возвращаемся к ремонту нашего Model X. Вот этого, на котором я нашел сгоревший предохранитель, который питает E-Fuse Box. Это вот устройство. Я там временно поставил сборку из 3 предохранителей, потому что у меня не было предохранителя нужного номинала. Но теперь предохранители приехали. Вот он, нужный предохранитель и термоусадочка, чтобы все это дело вернуть в
заводское состояние. Сейчас все это дело я подсоберу и попробуем проехаться на этом Model X. Ключа еще нет, но машина уже у нас в приложении, поэтому уже можно ей в принципе пользоваться. Можно на ней ездить. Так, для начала уберу вот эту сборочку из предохранителей. Сейчас все это дело мы сделаем. Так, ну, в общем, получилось что-то вроде этого. Термоусадочка с клеем, должно быть все герметично. Сейчас все это дело я привожу тряпичной изолентой на место, чтобы было как было изначально. И я думаю, на этом я закончу и соберу все вокруг. Ну, в общем, как-то так получается. Буду все собирать. Ну, в общем, вот все и собрано. За исключением одного кавера здесь не хватает. Тот, кто раньше здесь пытался что-то чинить, где-то его потерял. Поэтому придется его заказать и поставить обратно. А в остальном X собран, и сейчас можно на нем прокатиться. Ключа на этот Model X у нас пока нет, но у нас машина в приложении, поэтому можем включать ее с помощью приложения. И можно ехать. Вот у нас тут даже апдейт висит. Машина сейчас не в сервис-моде, потому что в сервис-моде приложение не может законнектиться полноценно с машиной, чтобы включить мне Rail-On. А так как ключа нет, поэтому мне приходится выходить из сервис-мода. Но могу вас заверить, что в сервис-моде никаких ошибочек там нет, за исключением чего-то самого простого и банального. Проедемся немного, посмотрим, как едет машина. Ну что я могу сказать? Model X, особенно какого-нибудь 19-20 года, уже достаточно приятный автомобиль.
очень приятно едет, подвесочка комфортная. Особенно, когда нет никаких ошибочек, и особенно, когда нет никаких проблем с машиной, то эксплуатация этого автомобиля может приносить только удовольствие. По подвеске я не слышу никаких шумов, никаких люфтов, звуков посторонних неприятных. Машина едет приятно, хорошо ускоряется, хорошо тормозит, я даже не знаю. Такой вот получился автомобиль. Он, конечно, сейчас еще немного в таком замурзанном виде, потому что машина, как я уже, может, рассказывал, стояла с открытыми окнами на аукционе. И, естественно, это продолжалось какое-то длительное время. Поэтому салон вот такой вот, он в пыли. Прям очень-очень сильно в пыли. Все это выглядит вот так вот. Но это все просто пыль, и этот салон достаточно хорошо чистится, поэтому я думаю, после детейлинга салон будет выглядеть прекрасно, потому что он на самом деле не затерт, а он просто в пыли. И если у меня будет возможность, если я успею подснять это и доложить этот материал в видео, то я и покажу, как он будет выглядеть после детейлинга. Но, если честно, не буду обещать, иногда это не получается, машина после детейлинга сразу уезжает на продажу, продается, иногда я не успеваю ее снять после детейлинга. Но, тем не менее, есть свои приятности в Model X. Он сам открывает тебе двери, сам их, когда нужно, закрывает. Вот такая была история, такой был ремонт. Всем спасибо за внимание.